Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал! Сегодня мы с вами готовим очень вкусное праздничное блюдо – ребрышки в соусе барбекю. Ребрышки получаются настолько нежными, их можно есть губами. Оставайтесь со мной, сейчас подробно расскажу, как приготовить самые вкусные, нежные, сочные, невероятно ароматные ребрышки барбекю. Мы начинаем! Итак, друзья, для приготовления вкуснейших ребрышек для праздничного стола нам потребуются сами ребрышки. У меня здесь свиные ребра в количестве 4 килограммов. Соответственно, если у вас компания небольшая или вы готовите на семью, берите меньше и ингредиенты уменьшайте пропорционально. Значит, на 4 килограмма ребрышек я возьму 10 столовых ложек растительного масла, 2 чайные ложки черного перца, 4 чайные ложки соли, 2 чайные ложки кориандра, 2 чайные ложки сухого чеснока и 2 чайные ложки паприки. Черный перец и соль я брала без горки чайной ложечки. Для начала, пока специи все уберем в сторону, нам необходимо зачистить наши ребрышки от пленки. Значит, переворачиваем ребрышки, и с задней стороны от мяса у нас имеется пленочка. Мы просто вот так поддеваем. Прям пальчиками. Хорошенько вот так цепляем рукой и снимаем, легко снимается эта пленочка. Вот таким вот образом. Сняли до конца пленку. Это выкидываем, нам не потребуется. Все то же самое делаем с другими кусками ребрышек. Смотрим, где легче подобраться к этой пленочке. Вот так сначала пальчиками поддеваем, отрываем. Первоначально наша задача оторвать пленку в таком размере, чтобы удобно было ухватиться прям вот всей ладошкой. Вот так. И снимаем пленочку. Вот так. Вот, посмотрите, вот такая пленка неживабельная после приготовления нам абсолютно не нужна, мы ее выкидываем. Итак, друзья, от пленочки я все зачистила. Далее делаем следующее. Пока тарелку с ребрышками в сторону, берем фольгу глянцевой стороной вверх. У фольги есть более глянцевая сторона и менее глянцевая. Устанавливаем ребрышки и готовим смесь из специй. В растительное масло отправляем соль. 4 чайные ложки на 4 килограмма, я напомню, взяла без горки чайной ложки. 2 чайные ложки паприки, 2 чайные ложки черного перца, также без горки, 2 чайные ложки кориандра и 2 чайные ложки сушеного чеснока. Все хорошо перемешиваем. Растительное масло в данном случае нам нужно для того, чтобы хорошо соединились специи и равномерно распределились по ребрышкам. Все хорошо вот так перемешиваем. Посмотрите, в итоге у нас должна получиться вот такой консистенции кашица. Все, друзья, смесь специй у нас с вами готова. Дальше ребрышки переворачиваем костями вверх и вот таким вот образом равномерно распределяем смесь специй. Вот так. Сначала со стороны ребрышек все хорошенько, тщательно промазываем. Посмотрите, уже как аппетитно получается, да? Далее переворачиваем. И со стороны мяска тоже хорошенько, щедро промазываем специями. Вот так. Прям помассируем. Вот такая вот красота и вкуснота у нас с вами будущее. Идеальный рецепт для новогоднего стола. Гости будут в восторге, я вас уверяю. По бокам обязательно все хорошо промазываем. Вот таким вот образом. Далее хорошенько заворачиваем фольгой. Вот так. Вот так. И если не хватило фольги, то мы сюда сейчас просто еще раз наденем кусочек фольги. Берем кусочек фольги, опять-таки глянцевой стороной к низу. Вот так вот закрываем, укутываем. Вот, друзья, посмотрите, полностью у нас ребрышки должны быть укутаны, нигде не должно выглядывать ни кусочка ребрышка. И вот в таком виде, полностью укутанном,
Отправляем наше ребрышко на противень. Сейчас то же самое сделаю со вторым и третьим кусочком ребрышка, а затем нам необходимо будет в таком виде оставить наши ребрышки хотя бы на час, чтобы специи впитались в мясо. Все, друзья, посмотрите, вот таких 3 красавца у меня расположились на довольно большом моем противне. Оставляем ребрышки промариноваться хотя бы на час. Если вы сделаете это с вечера и оставите в холодильнике на ночь, то будет вообще идеально. Но так как я мариную в день приготовления ребрышек, поэтому оставляю при комнатной температуре на столе на час. Ребрышки впитают специи и будет невероятно вкусно, я вам это обещаю. Все, друзья, прошел у нас ровно час. Ребрышки уже должны были промариноваться. Открывать мы это проверять, естественно, не будем. Отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 1,5 часа. Чуть позже покажу, что делать дальше. Пока у нас с вами запекаются ребрышки, мы приготовим соус. Соус у нас будет барбекю. Для этого мы возьмем барбекю. У меня вот такой техасский соус барбекю. Дижонская горчица нам потребуется, мед и соевый соус. Для начала берем весы, обнуляем и отправляем в сотейник 200 грамм соуса барбекю. Плюс-минус 5 грамм, ничего страшного. Сюда же отправляем 100 миллилитров соевого соуса. Я готовлю соус из расчета на 4 килограмма ребрышек. Если у вас меньше, соответственно, уменьшайте количество ингредиентов пропорционально. Далее к нашему соусу отправляем 1 столовую ложку дижонской горчицы и 1 столовую ложку меда. Вот так будет достаточно. Далее все хорошо перемешиваем и отправляем на газ. Нам необходимо наш соус довести до кипения. Соус поставили на газ, включаем максимальный огонь и, перемешивая, дожидаемся закипания. Как закипит, буквально секунд 30, дадим хорошенько соусу прогреться равномерно и будем выключать. Тем временем у нас уже прошел час 15, как ребрышки наши находятся в духовке. Запах на кухне царит, вы себе не представляете какой. Запеченное в специях мясо. Это безумно вкусно. Сверху мы еще шлифанем соусом барбекю. За счет меда немножко наши ребрышки заглазуруются. Это будет шедевр. Долго у меня не закипал соус. Я немножко дала ему возможность прогреться хорошо. То есть интенсивно уже не перемешиваю, а вот так немножко жду. Все, соус начинает закипать. Видите, по краям пузырики появляются. Засекаю 30 секунд. И теперь начинаю перемешивать, чтобы наш соус не пригорал. Потому что огонь у меня продолжает оставаться максимальным. Все, друзья, 30 секунд прошло. Уже активно кипит соус. Отключаем газ и снимаем сотейник с плиты. Все, соус у нас готов. До окончания запекания наших ребрышек осталось буквально 7 минут. Ждем. Затем покажу, что делать дальше. Вау, ну что, друзья, прошло у нас ровно 1,5 часа. Посмотрите, как сок аппетитно выделяет наши ребрышки. Открываем, проверяем. Вилка легко заходит в ребрышки. Уже они готовы, но нам необходимо смазать наши ребрышки соусом барбекю и довести до аппетитной красивой корочки. Уберем фольгу, больше она нам не понадобится. Она уже свое дело сделала. Спасибо огромное. Убираем. Аккуратно. Ребрышки и фольга очень горячие, поэтому аккуратно извлекаем фольгу и выкидываем ее. А дальше, друзья, смотрите, от ребрышек у нас образовалось большое количество жидкости. И чтобы наши ребрышки не варились дальше в этой жидкости, я подняла их вот на такую решетку. А дальше просто при помощи кисточки смазываем наши ребрышки обильно соусом барбекю. Наша задача не только с этой стороны смазать, но и с обратной стороны тоже обязательно смазываем. Переворачиваем и вот так вот смазываем. Ох, как сегодня будет вкусно нам. С нижней стороны смазали, переворачиваем, смазываем обильно сверху. Точно таким же способом поступаем со вторым и третьим кусочком ребра. Сейчас я закончу свою творческую работу, затем покажу, что будем делать дальше. Все, друзья, вот так обильно все 3 куска ребрышек я смазала. Очень важно также вот так с торца смазывать каждое ребрышко, каждый участок, чтобы ребрышко было у нас с соусом барбекю. Отправляю дальше в духовку, также при 180 градусах, еще минут на 20. Чуть позже покажу, что в итоге у меня получится. Все, друзья, прошло у нас еще 20 минут, вы посмотрите.
посмотрите, какая красота получилась. Вот этим жирком, который на противне у нас образовался, еще вот так для аппетитности польем. И уже можно сервировать и подавать к столу. Сейчас я красиво выложу на тарелку, покажу вам еще раз. Это очень вкусно, нежно. Сейчас мы с вами вместе в этом убедимся. Ну что, друзья, посмотрите, вот такая красота у нас с вами получилась. Давайте мы с вами разрежем одно ребрышко и посмотрим. Вау, вы только посмотрите. Ребрышко получается очень нежное, мясо мягкое. Сейчас попробую на вкус и скажу. Мясо легко отходит от кости. Посмотрите. Готовьте обязательно. В зависимости от размера ваших ребрышек, время запекания в фольге можно варьировать. Чуть больше, чуть меньше — это считается нормой. Все зависит от размера ваших ребрышек. Этот рецепт, находка, безумная вкуснятина получается. Рекомендую на 100%. Ну а нам уже не терпится съесть это на нашем мукбанг канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.